все дни, которые я тут жил. Сейчас мы в городе Тернополь. Наконец-то! После массажика здесь есть такая специальная релакс-зона. Короче, так волнуюсь, вы не представляете. Ну что, друзья, спасибо этому дому большое. Я очень благодарен за этот теплый прием, за все дни, которые я тут жил. Мне было хорошо, мне было комфортно, меня хорошо приняли, меня никаким образом не обижали. Я тут чувствовал себя как дома. И я реально благодарен судьбе, что у моей жены такие родители, что вот я уже на протяжении месяца жил с ними, и у нас там никаких конфликтных моментов, никаких недопониманий, ничего похожего не было. Мы занимались своими делами, и никто никому не мешал и никаким образом не причинял неудобства. Поэтому, что я могу сказать? Спасибо, говорю, большое за такое отношение Танюшкина родителям. Мне реально было приятно с ними находиться в квартире. В общем, я благодарен. Теперь двигаюсь дальше. Дальше у нас дорога до Германии нелегкая. Настраиваемся на то, что легкая, прекрасная, в удовольствие поеду эту дорогу. Да, давайте вот так настроимся. Назовем это поездка в удовольствие. Поехали. Все, друзья. Добрый путь. Друзья, я на вокзале. Еще моего автобуса нету. Время прибытия автобуса или отбытия 45 минут, но сейчас еще 25 минут, еще 20 минут есть. У меня настрой отличный, я настроился на хорошую, легкую, позитивную, неповторимую и интересную поездку. Давайте поставьте лайк, чтобы все это осуществилось. Легкая, классная поездка. Друзья, все, автобус есть, я в автобусе. Я сел на номер 41, но у меня 46. В билетах было написано, что у меня 49 номер. Ну, короче, без разницы, это не такая важная информация. Главное, что сел, главное, все хорошо. И ура, едем. Ну, пока что сидим, ждем, пока все приедут. Я рад. Я очень рад. Кстати, друзья, прикольно, в автобусе есть мониторы. Тут можно посмотреть фильмы, только одно но. У меня нету такого разъема для того, чтобы поставить наушник. У меня наушник обычный, беспроводной. Хотя сейчас попробую. А нет, тут нету Bluetooth. Автолюкс. Хочу спать, но не знаю, как получится. Я обычно по дороге никогда не сплю. В этот раз, надеюсь, у меня все получится. Я чуть посплю по дороге. Очень надеюсь. Все, друзья, мы двинулись. Добрый путь. Попробую подготовиться. Если что-то интересное случится, то обязательно вам расскажу. Пока что все спокойно. Людей не особо много в автобусе. В автобусе. Мне все нравится. И в автобусе очень тепло. Если я просто в футболке буду ехать. Друзья, на заметно пролетело где-то 2 часа. Да, 2 часа. О, кстати, уже темно, мы доехали до города Хмельницк. По сути, у нас тут сейчас будет остановка. Да, я прав, тут остановка. Чуть-чуть походить, это хорошо, конечно же. Скучно ехать, очень скучно. Я не знаю, что делать, что мне там намутить. В телефоне не могу рыться, нечего делать. В дороге смотрю. Дорога однотипная, скучная. Короче, в общем и целом. Вот дождь капает. Сейчас тут попробую найти кофе попить и все. Дальше едем. Кофе спот взять. Знаю, поздновато для кофе, но хочется как-то взбодриться и чуть активнее быть. А то я вообще какой-то прибитый, сонный и не понимаю, что происходит. Я много работы должен сделать, пока я еду. Хотя бы рассказывать про дорогу и свои мысли. А тут я вообще не собран. Собираюсь. В смысле, кофе всегда помогает мне. Ребята,
куда мы пришли с Маринкой. Наконец-то! Маринка не занималась уже много дней из-за того, что постоянные проблемы у нее и дела, и приходилось их решать. Я что-то там дома пробовала, но вы сами понимаете, как это дома. Так что есть у нее один пробный абонемент на одного человека. Ну, короче, как везде, разовое занятие можно посетить бесплатно. Естественно, она взяла меня. Мы надумали пойти на тренировочку, позаниматься, сходить в сауну. И заодно я посмотрю этот зальчик, поснимаю его для копчика. Вы же знаете, муженька уже едет ко мне. Если я смогу там поснимать, я вам тоже буду показывать. Друзья, мы переоделись, приготовились, начинаем обзор. Короче, не обзор, а изучать. Давай, покажи. Водичка газована. Экзотика. Газован. Ти знаєш, що такого слова немає? Газірована. А, поляки? Ну хорошо, хай буде по-польськи, окей. Так, значить. Яку ти буде? Я буду... Ні, це я. Це моя дочка. Ага, Я окей. буду мав цитрон. Вона дуже сильно газована. 0,5. Так. Це що, серйозно? З газиками дадуть, да? Вона типу з вітамінками, які вважається. Так ты что? Мне это нравится. До ці вітамінки шкурочки за. Это входит в твою карту? Это Gold, да? Це любая карта. А, любая? Моя тоже, значит, да? Хорошо, давай. Поехали. Пікай. Що пікати? Карточку. А, Пікай сюди. чик. На ту сторону. А, пік є. Давай мультивітамін. Чик. Ну, або сильно насичена правда. Давай середню, middle. Газована, гаряча, холодна. Ага. Газована. Ну, холодна. Давай газована. 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 Газована, давай. А сколько тут у меня? 0,5? Тогда 0,5. Ну что, поехали. Шикарно. Нормальненько. День, друзья, за первую тренировку. А мы идем изучать зал. Зал очень большой, честно вам говорю. И мне нравится. Водичку попробуем. Вкусно. Так, ты бегать сейчас будешь? Нет. Ну, я могу походить. Еще одна остановка. Сейчас мы в городе в Тернополь. Время 20:30. В автобусе очень хорошо, очень тепло. Я вышел просто освежиться, потому что долго сидеть тоже тяжко. Не могу спать, к сожалению. Сделал уже несколько рилсов, поэтому советую вам переходить в наш Инстаграм и смотреть, какие там новые рилсы мы сделали. Они очень интересные и смешные. И обязательно подписывайтесь. И еще будет классно, если поставите лайк. Скульт, привет. Это будет смешно, если я первый и последний раз приду сюда. Хотя бы 10 километров здесь находить не надо. Постараюсь это сделать. Сейчас я вообще-то, ребята... Да, тут это будет очень долго. 5:51 я хожу, и вот это 0,39 км я находила, что ли? Вообще кошмар. Не так... Ничего не маленькое, я, знаешь, газую. Потому что ты только что бежала, я же хожу. Тоже мне спортсмены тут нашлись все. Вот, друзья, я прошла 1 км. И я вам хочу сказать, что я уже устала. Я прошла его за 13 минут таким вроде бы не медленным темпом. Я себя потом ускорила. Короче, и устала. Спортсменки в деле. Сейчас мы еще спинку нашу покачали. Кстати, спина это мое самое слабое место. Поэтому мне очень надо. Я еще, походу, все снимаю копчику и отправляю ему сразу же, чтобы он посмотрел, ему этот зал подойдет или нет. Потому что я, конечно, хотела бы с ним вместе заниматься в одном зале. Ну, посмотрим. Вот как раз Милый нам пишет голосовое. Друзья, я в городе Львов. Помните вот этот вокзал? Я недавно был тут, я показывал вам город. Обязательно посмотрите этот выпуск, где я хожу по Львову и показываю все местные красоты. Кстати, я тут нашел армянскую улицу, армянскую церковь и еще армянский
магазин, нет, армянскую кофейню, которая называется Вирменка. Обязательно переходите, в описании будет ссылочка и посмотрите это видео. У меня сейчас будет перекус. Мне дали с собой, Танюшкина мама дала с собой бутербродики. Сейчас буду есть, у нас 10 минут пауза и едем дальше. Дальше у нас будет уже остановка на границе, если не ошибаюсь. Все, приятного аппетита мне. Давай, быстро кушай и едем дальше. Друзья мои, чтобы вы понимали, Маринка меня учит вот это все, как обращаться с тренажерами, потому что я никогда это не делала, я не представляла, как это. Потому что Акопчик у меня кроссфитер, я с ним тоже занималась кроссфитом, конечно же, не профессионально, на своем каком-то там минус нулевом уровне, но как бы там не было, в общем, он меня этому только обучал. А вот таких обычных типа тренажеров, как в качалках, то я не видела. Ну как видела, просто я никогда не знала, что с ними делать. Когда я сама ходила в фитнес, то я ходила в басик, сидела в джакузи. Это такая у меня была тренировка. Ладно, давай попробую. Мой тренер сегодняшний. Поднимайся, да. Это хоть что-то похоже. Но мне очень тяжело. Попробуй верхню на підтягування. Понял? Я тут так типа, ребята, упала. Она чуть-чуть прогадала с весом и поставила мне типа самое тяжелое. Она говорит, здесь будет легко, просто становись коленками, здесь легко. Я говорю, я вообще не могу подтянуться, у меня нет силы. Она говорит, не, здесь легко. И я, в общем, сюда становлюсь коленками и начинаю падать вниз. И я вот эти две руки, две мышцы так потянула. Ладно, мы смеялись. Пойдем в сауну. Да, пойдем в сауну, ничего страшного. Тренировочку закончили. Все, на этом хватит, да. Походили, чуть-чуть поделали и уже хватит. Ой. Конечно, это было смешно, но я чуть аж испугнулась. Ты видела вообще мое лицо? Покажи еще раз. Ребята, еще какая-то вот такая есть классная зона. Утренние тренировки здесь проходят без тренера. Просто смотришь на экран и... И тут идет занятие. Йога, пилатес, какие-то другие. Прикольный такой зальчик, да? Друзья, все можете поздравить. Мы проехали границу и украинскую, и польскую, и все, я теперь в Варшаве. Просто остановок не было, мы ездили ночью, там все люди спали, поэтому я не записывал. Все, сейчас буквально уже доехали, все классная погодка, как видите, пасмурная, дождливая, дорога была классной, я не спал, но не трясло, не шатало, никто не кричал, никто не вонял, никто не храпел, я спокойно себе ездил и в телефоне делал разные дела. У меня часик на пересадку, сейчас пересаживаюсь на автобус уже, который едет к Танюшке, и я тут уже буду записывать, рассказывать свою историю, что было по дороге, как я проходил границу, что спрашивали и всю историю. Да, все, я поняла, прикольно. А это приходишь сам себе, типа их достаешь, да? Вывозишь? Ага. Шары, все дела. Слушайте, прикольно. Ну, там еще вот эти, если там, знаешь, Степы, да. Классно. Вот этот зальчик мне нравится. Особенно если никого не будет. Знаешь, как здесь с йогой позаниматься? Кайфово. Растяжка и сама. Ага. Кайфуй себе, да? Короче, классно, мне нравится. Так, у нас что тут за расслабончик? Сейчас будет массажные кресла, там ты что? Ребята, выбираешь время, сколько ты хочешь, там 10 минут, допустим. Выбираешь здесь режим. У меня релакс, видите, чик-чирик. И так классно, там ножки сжимает туда-сюда, по спине, по голове, там разные такие. Ну, короче, как обычные массажные кресла у нас везде там платные, здесь по этой карте бесплатно. Надо пользоваться. Ой, как классно. Все, я ушла. Друзьяки, все, я в Варшаве. Варшава, встречай меня. Состояние какое-то
дорожное, последорожное, если можно так назвать. Хочу выпить кофе. У меня автобус будет через 2 часа. У меня 2 часа свободного времени. Сейчас возьму кофе, где-нибудь сяду и поболтаю с вами. Друзья, я в Варшаве. Я нашел кафешку, где можно посидеть с вами, поболтать, рассказать, что случилось, как я пошел в границу и какие у меня проблемы были. Итак, первое. Давайте начнем, все четко расскажу по пунктикам. Автобус вообще классный, все супер, все четко. Там в автобусе я даже очень редко видел, что были мониторы. Мониторы работали, они показывали фильмы, они показывали мультики, в них можно было играть. Это тач-мониторы были. И там можно было поставить наушники, послушать там музыку или фильм посмотреть. Но так как у меня не было наушников таких, джеков, я не смог посмотреть никакой фильм. Вентиляция была хорошая, запахов никаких не было, туалет работал, Wi-Fi работал, все классно. Это по поводу автобуса. Дорога была четкая, классная. Был один маленький момент, когда мы как-то тяжело преодолевали дорогу, и то я понимаю, что это ремонт просто делали дороги, обновляли дорогу, вот поэтому вот эта часть была тяжелой. Украинская граница. Ко мне подходит пограничник, говорит, что я даю паспорт. Она говорит, а у вас уже типа больше 90 дней вы находитесь в Украине. Я говорю, у меня есть посвидка. Это девушка, кстати. Она говорит, можете, пожалуйста, предъявить вашу посвидку? Я, конечно, пожалуйста, дал посвидку. Она пошла, ничего не сказала. Поставили печать. Я выехал из Украины. Все, сразу выезжаем из границы Украины, заезжаем на границу Польши. На границе у меня чуть-чуть был мандраж, я думал, сейчас будут допрашивать, я цепочку снял, думал, сейчас скажут, ты идешь на работу, у меня там заработная плата $1000 в месяц, а у меня там цепочка какая-то толстая, телефон, и я чуть-чуть испугался явления, цепочку снял, поставил в барсетку свою. Не в барсетку, belt bag называется. Это штука, которую я ношу на груди. Это называется belt bag. Не помню, как на русском будет. Ну, в общем, это сам, неважно. Закинул туда, подходит моя очередь. Я подхожу к пограничнику, даю паспорт. Она ничего не говорит. У меня еще в руках была А4 формата печать, где я буду работать, и моя страховка. И все, больше ничего. Она руку потянула, я сразу дал эти 2 бумажки. Все, больше ничего не спросила, в буквальном смысле. Там чуть дольше постоял, потому что она заполняла, что у меня рабочая виза. 1, 2, 3. Ну, где-то минуты 3 постояла, а все остальные стояли там секунд 30. Быстренько печати поставили, и все, мы выехали в Польшу. Ожидание всего этого у нас было где-то 4 часа. 4 часа, где-то 2,5 часа мы ждали, пока нас пустят на границу Украины, и все там вместе, пока мы проехали, пока первую. В общем и целом, 4 часа. Все это времени заняло. Сейчас у меня уже билеты купленные. Я через 2 часа уже сяду и сразу одним же автобусом поеду в ближайший город Танюшки, потому что именно в тот город, где Танюшка, там трансфером нужно ехать, и трансфера нужно ждать где-то 4 часа, а там буквально там часик проехать на каком-то общественном транспорте, типа поезда или трамвая, я не знаю, как они там называются. Когда из автобуса выходил, я уже посмотрел себе маршрут и выбрал, что я поеду отсюда в Берлин, пересяду на поезд и из Берлина поеду туда, в этот город, куда Танюшка живет. Но стоимость была 43 евро, пока я вышел из автобуса. Короче, я очень долго тянул время, поэтому не получилось. Мне нужно было, когда я увидел, что цена есть 43 евро, мне нужно было тогда купить. А когда я выходил из автобуса, я в 8:40 вышел, 9:15 должен был быть этот автобус. Я хотел уже купить этот билет, с Танюшкой там общались, я говорю, не буду спешить, мало ли там опоздание будет нашего автобуса, чтобы не было форс-мажора.
Выхожу из автобуса, хочу купить эти билеты, показывает 80 евро, 2 раза дороже. Но так как время меньше осталось, они всегда поднимают цену. Поэтому не купил эти билеты, думаю, да ну, зачем переплачивать в 2 раза больше, лучше пойду там 7 кофе выпью, 7 чизкейк, поговорю с моими родными друзьями, с нашими зрителями, скажу им, что все хорошо. Да, по поводу сна. Не смог спать, друзья. В автобусе реально было хорошо, только мне тяжело спать, когда куда-то еду, поэтому не получилось спать. Сейчас, я думаю, во втором автобусе получится, у меня посплю и чуть-чуть приду в себя. Короче, друзья, все классно, все четко. 2 часа времени, пью кофе, отдыхаю, прихожу в себя, в чувства, и все. Я очень рад. Сонное состояние, но я очень рад. Ребятки, теперь после массажика здесь есть такая специальная релакс-зона, лежачки, где мы готовимся к сауне и идем в ту дверь. Туда я, конечно же, вас с собой не беру, но потом будет уже расскажу впечатление. Друзья мои, мы выпаренные, оттренированные, отскрабированные, счастливые, позанимались и едем домой. Здравствуйте, скажите пару слов. Не успела проживать, да? Я голодна. Я тоже голодная. Голодная. После тренировки. А я уже свой пряничек съела. Еще прикол, что в эту карту входит чашечка кофе. 2? У нас одна чашечка. Вообще хорошо. Вот, друзья, Киев. Я на вокзале, у меня минут где-то 30 свободного времени. Не хотел сидеть уже в кафе, потому что устал сидеть. Хочется уже чуть пройтись, подышать свежим воздухом. Погодка, как видите, такая пасмурная. Мне эта погода напомнила Москву почему-то. Хотя как почему-то, потому что в Москве всегда такая погода. Дорога, вон. И все время такая погода. Привет московским друзьям. Погуляю чуть-чуть, посмотрю на людей. Новый мир, как ни крути, я в Варшаве. И да, кстати, друзья, хочу сказать, что я искал билеты на автобус, чтобы добраться до Танюшки. В основном все вот Flixbus. Вот других компаний я просто не смог найти. Может, они какие-то есть? Напишите в комментариях. Есть ли какие-то компании, которые людей перевозят автобусами? Ну, типа Flixbus. Очень интересно. Я так и не смог найти. Поэтому взял билеты Flixbus. Отсюда до Танюшки. Увидел явление, которое я давно не встречал. Ходят парни с пакетами, а в пакетах есть бутылки разные. И они там ходят, там предлагают. Я сейчас покажу просто так толком. Предлагают и предлагают. В общем, как вот так. Вот и мой автобус подъехал 13:04, 13:04, и солнышко вышло. Тара-та-тара-тара. Кстати, я забыл сказать. Прощай, Украина, спасибо за такой теплый и хороший прием. Мне было очень хорошо, очень комфортно и очень по-домашнему там. Благодарство, просто благодарство. Я в автобусе. Все отлично. Я пробую настроиться поспать, потому что нужно спать все-таки. Кушать не хочу, пить не хочу. Пожелайте, пожалуйста, легкой дорожки. Как я говорил, это будет интересная и классная и неповторимая поездка. Легкая, одним словом. Все. Добрый путь, поехали. Конечно же, днем ехать кайфовее и приятнее. Смотришь по сторонам, видишь всякие деревья, всякие там природы интересные. А тут, смотрите, мой сам мой. Даже тут такое есть. И там девушка так моет свою машину, прям старается. А мы еще в Польше, не помню в каком городе, вышел чуть-чуть попрыгать, пройтись. Потому что долго ехать. Прикольные здания такие. Европейские.
Что тут европейского? Ой. Да, и, друзья, мне удалось поспать. Минут 20 где-то я спал, и это очень радует. Я очень радуюсь, когда у меня получается во время поездки какой-то, неважно, это автомобильная поездка или это самолет, чтобы у меня получилось спать, потому что с этим у меня какая-то проблема. Я осознаю, понимаю, что все в голове, но в любом случае я поспал. Минут 20 где-то спал. И это кайф. Кстати, по дороге очень много вот этих штучек. Напишите в комментариях, как они называются. Вот они. Очень много. Жду от вас комментарии. Танюша, а это специально для тебя. Смотри, какое здание. Просто полностью все обросло деревьями. Одним деревом. Тут и один там. Прикольно, я такого не видел. Очень красиво. Друзья, остановка у нас в подвале какого-то торгового центра большого. Быстренько забежали взять кофе. Я один. Кафешка такое интересное. У меня есть 5 минут, успею по-любому. Ну, нравится чуть. И, по-моему, это предпоследняя остановка. Потом будет уже остановка в Германии. И Танюшки, если не ошибаюсь. Вот так быстренько покажу, какой большой торговый центр. Или просто тут очень людно, я пока что не понимаю, но мне кажется, он огроменный. Просто люди вот так большим потоком двигаются и двигаются. Все, я двигаюсь вниз. Мне нужно поспешить к своему автобусу. Автобус сказал, больше 10 минут не буду стоять. У меня осталось где-то минута. Я же шустрый окопчик. Я успею. Так, друзья, у нас уже так нормальненько темно. Время уже 6 часов. И скоро будем на границе с Германией. Друзья, проверили, все четко. Сейчас проверяют багаж и едем дальше. 2-3 часа, и я буду с моей женушкой, с Танюшечкой. Друзья, все, проехали. Ура! Есть. Все четко, без проблем. Смотрели мой паспорт чуть дольше, думали, настоящий ли паспорт, и визу смотрели тщательно, чтобы это не оказалось подделкой. Ну, все классно, все четко. И скоро увижусь. Вот, нормальненько устал, но как мы изначально говорили, поездка была в кайф, в удовольствие. Никаких лишних нервотрепок не было. Перфект. Как настроишься, так и все пойдет. Моя малышка стоит, ждет. Еще меня не видит и не понимает, что это я. Короче, так волнуюсь, вы не представляете. Но волнение есть такое. Она с той стороны пошла, вот она. Я хотела видеть Друзья, все, мы вместе, наконец-то этот момент долгожданный, неповторимый случился. Мы добрались наконец-то месяц в разлуке и опять вместе. И все, больше не будем разлучаться. Никогда, ни за что. Не плачь, маленькая моя. Все мое счастье. Мое счастье чуть-чуть переволновалось. И расстроились или отчасти, не знаю, поплакали. От счастья. Да, вот так, друзья. Мы вам тоже желаем таких счастливых моментов пожить, пережить и почувствовать. Все, на этом сегодняшний выпуск заканчиваем. Спасибо, что вы посмотрели выпуск до конца. И, как обычно, советую посмотреть видео, которое сейчас у вас появится на экране. Все, друзья, пока.